Совсем недавно мы выложили наш отчетный ролик о поездке добровольцев к Агафье Карповне в сентябре 2019 года. И в комментариях к ролику, впрочем, как и в комментариях к нашим прошлым работам, опять появилось много вопросов. А зачем на заимке Лыковых растет конопля? Но в этом году мы уже знали, что вы это будете спрашивать, и попросили Агафью Карповну лично рассказать вам о том, как в стародавние времена на Руси люди использовали конопляные волокна и семена в быту. Масло-то конопляное, оно лечебное, оно и сок. И сок полезный. Делали вареное, сварить семя, но надо вареное семя, то воду кипяченую разводить сок. Вот потерявая старая русская лечебная некоторая. Потеряла книжечку, куда делась. Там и про коноплю написано «Пусть лесит». Семя-то. А вот уж есть. Ага. Есть. Оно должно быть сухое, прям такое самое, да? Жесткое. Ну, это оно. Скоро поспет, я вот надо было все просеять. Оставила картошки посадить. И дожди, и так. Конопля в России издавна считалась одной из самых ценных культур. Как раз то, что вы видите в кадре, это сейчас называют технической коноплей. Семена ее богаты белками, клетчаткой и здоровыми жирными кислотами, включая омега-3 и омега-6. В них внушительное количество витаминов и минералов. Они же являются источником железа и цинка. Раньше в Сибири и некоторых северных губерниях ее семена были едва ли не единственным источником растительного масла. Мосят в озерах месяц или 6 недель. В речке там на Каболе 6 там осели до 8 недель. А потом его в мороз сушишь и на мелкий мять. Тогда делаем. Вот это из конопля, из старого. А вы ими пользуетесь, таскаете дрова, да, ветки? Дрова, ледянки. Вот холстинка. Ну-ка. Ух ты. Это из... Да, какое качество, плотное очень. Это мешок еще был тут у меня. Где-то... А это на станке вы делали, да? На станке. Верну нам. Вот у меня тут тройная пускали. Пускали-то здесь. Нет старого конопля и лена. Вот. Вот это вот так получается. Да? Вот маленькая. Наткала. Зимой это все стоят уже. Вот. Второй год стоят. Это как называется? Полумота. Полумота? Полумота. Это из конопли, да? Из конопли. Вот. То есть как нити такие, да? Ага, понятно. Тут уже нити готовые. Нитки, да? напряжены. Ранее-то хозяйства у нас не было никакого. Помогая по хозяйству Агафье Лыковой уже многие годы, мы имеем уникальную возможность прикоснуться к жизни допетровской Руси. Живет ведь Агафья так же, как веками жили ее предки. И мы можем узнать много древних традиций, увидеть предметы, давно вышедшие из обихода. С давних времен из стеблей конопли делали пеньку, из которой вили веревки, канаты и ткали грубое полотно. На протяжении многих столетий пенька была одной из главных статей русского экспорта. И ушедшие в тайгу Лыковы продолжали заниматься традиционным сельским хозяйством, что и помогло выжить в полной изоляции.
И вот он, ткацкий станок, на котором изготавливали и изготавливают ткань для одежды и вещей из конопли. Ну и вот уборка пройдет. Угу. В октябре скудели мяти ноябрь. Он и пресс, Угу. и до самой в марте, в апреле кончали только эту работу. Пресс, ткать. Это каждый день приходилось, да? А там в праздники не пряли, Ну не да. ткали, а будни на усят. Угу. А если зимой не выткится, не знаю, то летом мы все ткали. У меня вон в избе было 3-го года семя-то, а вот все исчезло. И из палатки мыши в избе Мыши? полна ведерка было семя. И ничего не могу сохранить. Мыши в смысле идет, да? Мыши. Ага. И вот на малу сесть. Привели, а вот с покрышкой закрыла. Ну да, надо под крышкой хранить, чтобы не лазили. Закрыла, не знаю. Хоть остатки. Вот, надо плотно. Вот так. Вот. Вот это осталось. 3-го году. Да, семя-то. Я вот всем не закрывала никак. Да, надо плотно. Потому что вот так полно было ведерко. Ресетом закрывала. Так они прогрызутся. Никак. И в палатке было все семя. Нарушили, она не сиялась. Это схоза нет в избе-то. Малянистка была на улице. Агафья Лыкова продолжает сохранять верность традициям, продолжает изготавливать сама себе вещи, ну и, конечно, традиционные лекарственные средства, необходимые пожилому уже человеку. Ну а в следующих наших роликах вы услышите другие ее истории. Следите за нашим каналом.